Hello, friends. My child asked me, Dad, will you die? Oh, no! Хотя, если честно... Здравствуйте, друзья! Сегодня 19 марта 2020 года. Российские СМИ официально объявили о первом умершем от коронавируса. Это была пожилая женщина, и не то чтобы она умерла непосредственно от вируса, а скорее от осложнений. Есть ли панические настроения у меня? Есть ли панические настроения у остальных людей, живущих в России, по этому поводу? И вы знаете, скорее нет. Дело в том, что по России нанесен двойной удар, и какой из них более страшен, это еще вопрос. Сегодня нас ждет путешествие по интересному району Москвы, поэтому присоединяйтесь, а я обо всем по порядку расскажу. Добро пожаловать в каменные джунгли. А у вас в городе так можно парковаться прямо на автобусной остановке? В России можно. Почему бы и нет? Противогололедный материал. Одним словом, здесь песок. Город Москва живет по-прежнему в обычном ритме. Крайне редко можно встретить людей, носящих маску. Причин тому, наверное, две. Первое то, что вирус не воспринимается как опасность, как серьезная опасность. Смертность от него не такая уж большая. По данным, которые есть в России, это всего 3%. И то в зоне риска в основном люди пожилого возраста. Поэтому и нечего беспокоиться. Ну, а вторая причина то, что маски пропали из продажи. А если они есть, то они стоят очень дорого. Это нужно быть богатым человеком, чтобы каждый день носить одноразовые маски. К сожалению, таких финансовых возможностей у большинства граждан России нет. Владимир Владимирович Путин, мне кажется, болен. И болен не вирусом, а каким-то неведомым заболеванием, потому что он делает какие-то странные заявления, по крайней мере, те, которые публикуют в СМИ. То он беспокоится о Конституции, то про голосование, то называет большую часть россиян средним классом. А вот конкретных действий, связанных с распространением вируса, собственно говоря, никаких и не происходит. Как не было у людей понимания, что нужно делать, если ты, допустим, заболел и у тебя температура, так и нет этого понимания. Кто-то по-прежнему будет ходить на работу, потому что брать больничный невыгодно, оплата его слишком маленькая, а сейчас всем дают больничный на большой срок, на 2 недели. То есть это очень серьезный финансовый удар по тем людям, которые работают. Поэтому многие просто переносят этот грипп на ногах, как говорится. То есть не обращаются за медицинской помощью. По-прежнему ходят на работу. Если там контроля температуры нет, то и все нормально. Если, конечно, тебе уже совсем плохо, ты вызываешь скорую помощь, и тогда она тебя увезет куда-то, неизвестно куда. И это тоже большой вопрос, и многие тоже боятся прибегать к такому способу. Поэтому, как мне кажется, статистика, которую предоставляют российские власти, она ничего не имеет общего с действительностью. Это обычная показуха. Люди знают, что у России нет таких возможностей проводить тестирование в большом количестве. Все эти карантины, которые показывают по телевизору, это все почти миф. Люди как перемещались, как летали, так и летают. И никаких карантинов или еще что-то такого нет. Я бы продлил вот эту площадку детскую прямо вот сюда. Называется «Перепрыгни с люка на люк». Хоп, хоп, хоп. Но для меня тут далековато будет. Но в принципе можно. Мне кажется, здесь должна была быть лесенка, но ее украли. Судя по всему. Самое удобное место для парковки автобуса. Я недавно спускался в метро
Метро живет в обычном ритме. И в масках людей нет. Никто температуру не меряет. Да, стоят на выходе скорой помощи. Там сидит человек в полной экипировке. И все. Он просто сидит в скорой помощи, и больше ничего. Ничего не происходит. Поэтому люди все очень расслабленные. Раз ничего не происходит, значит ничего и нет. Серьезно к этому вирусу не относятся. Я предполагаю, что пока не будут болеть близкие и тяжело болеть, и, возможно, с летальным исходом, соседи, друзья, знакомые, и если это начнется, тогда да, тогда люди начнут относиться к вирусу серьезно. Что еще нужно жителям России? Дома, 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 дороги и церковь. Вот тоже оригинальная парковка для прицепа. Просто со вкусом. Пристегнул к столбу и нормально. Ну а пока на сегодняшний день страшнее всего курс доллара относительно рубля. Он растет, доллар растет. Соответственно, мы ожидаем, простые граждане, сильного повышения цен. Для многих намного страшнее, чем вирус. Хотя и вирус здесь внес тоже очень серьезные потрясения. Потому что все же отменили большое количество мероприятий. Почти все спортивные мероприятия, развлекательные мероприятия отменили. Закрылись некоторые государственные учреждения, спортивные, развлекательные. Какие меры будут дальше, пока непонятно. Если и дальше будут закрывать различные сферы жизни, то это крайне негативно скажется на малом бизнесе. По своему опыту я могу сказать, что мой бизнес был связан с мероприятиями, со школами. Когда школы перешли на карантин, то весь бизнес, небольшой бизнес, которым я занимался, он сейчас поставлен на паузу. Смогу ли я восстановить этот бизнес? Неизвестно, по той причине, что за этот месяц курс доллара может вырасти настолько сильно, что я не смогу восстановить данный вид бизнеса, потому что денег у людей станет меньше, а те услуги, которые я предоставляю, они станут дороже по той причине, что они так или иначе зависят от доллара. И вот это сильно вводит в депрессию. Не от вируса, не от возможности заразиться, заболеть, а от того, что опять все заново, опять все теряем, опять все потерял. Пока дети играют на этой горке, ты можешь понаблюдать, как работают бульдозеры и экскаваторы на мусорном полигоне. По-моему, весьма интересно, нет ничего лучшего. А какой классный вид открывается из окон этих домов. Интересно, это парковка или не парковка? Ну, судя по всему, парковка. Вот, тоже очень замечательная детская площадка. И потрясающий вид из окон у жителей этого дома. Вот на эту мусорную гору. Это, видимо, сделали специальный проход, чтобы дети могли тоже залезть на горку и найти что-нибудь интересненькое на этой свалке. Да, это строительный мусор. С каких-то, видимо, разрушенных зданий, снесенных, все свозили сюда. Что здесь может быть, кроме кирпича и досок, но вообще неизвестно. Все что угодно. Можете посмотреть, что у нас происходит в магазинах. Еда есть, но дешевой еды нет. В первую очередь средний класс, как называет нас Владимир Владимирович, скупает самые дешевые продукты. Это крупы, макароны и тушенку консервированную. Вот что в первую очередь самый дешевый. И самую дешевую туалетную бумагу. Дорогая продукция есть, дорогая еда есть. И полки завалены. Никто их не сметает, не скупает. Потому что дорогая еда никому не нужна. Ее никто не может себе позволить. Периодически в российских СМИ попадают планы по карантину
в России, по карантину в Москве. То говорят, что все закроют, общественный транспорт закроют, метро закроют, автобусы ходить не будут, все будут работать на дому. То говорят, нет, это ложь, такого не будет. И запутали уже всех, никто не понимает, что будет и что делать. То есть можно свободно ходить по городу, нельзя свободно ходить по городу. Будут ограничения или не будут ограничения, непонятно. Каждый как хочет, так и поступает. Кто-то ходит в школу, кто-то не ходит в школу. Сначала сказали, что все учебные учреждения будут закрыты. Потом объявили, что нет, детские сады будут работать. Но опять будут работать по свободному режиму. То есть кто хочет, ходит, кто не хочет, не ходит. И вот когда поступает такая противоречивая информация, причем ее очень мало, и она вот утром одно, вечером другое, запутала всех, непонятно, что делать. Непонятно. Просто остается только ждать того, что будет. Вот и все. В России есть проблема. На предприятиях государственных очень много работающих пожилых людей. И если вирус действительно опасен для них, то это опасно для всей России. Есть предприятия, не знаю, атомные станции, гидроэлектростанции, где большая часть обслуживающего персонала – это люди как раз пожилого возраста. Что будет, если они начнут болеть и уходить из жизни? Заменить их будет неким. Магазин называется Авоська. Что такое Авоська, я вам расскажу в следующем видео. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, небольшая экскурсия по городу вам понравилась. Пишите, что вы думаете по этому поводу, как борются в ваших странах, в ваших городах. Если у вас проблемы с обеспечением продуктов, будет интересно узнать. Спасибо, до свидания. Надеюсь, еще увидимся.